Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 15 ноября, сегодня среда. Обращаем ваше особое внимание, что сегодня достаточно доходный, даже сверхприбыльный, сверхдоходный день. Поэтому обязательно нарисуйте этот знак и тем самым привлеките все самое лучшее, то, что нужно в вашу жизнь, а именно изобилие, достаток и благополучие. Давайте вместе с вами разбираться, а чем же так сегодняшний день вот настолько он доходный и поможет вам заиметь то, что вам, возможно, хочется и желается. Давайте начнем с того, что сегодня у нас с вами вторые, третьи лунные сутки. Сегодня у нас с вами растущая луна в знаке зодиака Стрелец. Обращаем ваше внимание, что растущая луна уже начала свое активное действие. И некоторые люди даже это очень чувствуют. Как это проявляется? Вы стали более активнее, меньше хочется спать, хочется двигаться, генерировать какие-то интересные идеи, двигаться вперед. И это правильно. Если у вас ничего такого не проявляется, знаете, это неплохо. Почему? Потому что вы просто живете своей жизнью, и вы не чувствуете на сознательном уровне, что на вас влияет что-либо в вашей жизни. Но это не повод расслабляться, это не повод останавливаться, это наоборот повод смотреть в будущее и мыслить о том, что же вам нужно сделать. А вообще сегодняшний день, ввиду того, что растущая луна уже начала расти и оказывать на нас самое наилучшее действие, соответственно, сегодня мы с вами можем начинать активно действовать. Если у вас уже прописаны были в понедельник еще планы, то сегодня эти планы можно начать реализовывать. Но помните о том, что реализация этих планов должна происходить поэтапно. Если вы сегодня решили ни с того ни с сего за один день решить все свои вопросы, задачи, цели, которые перед вами стоят, то скорее всего, у вас не хватит энергии, потому что еще только начинается растущая луна. Поэтому все мы сегодня с вами делаем постепенно, не спеша. Обращаем ваше внимание, что сегодня пассивные люди могут немножко быть уязвимыми, может быть немножко тяжело, и не будут чувствовать себя дискомфортно. Но если вы чувствуете себя дискомфортно, вы не очень хорошо себя чувствуете, подумайте о том, как вы можете замотивировать себя и попытаться изменить что-либо в своей жизни. Некоторые люди сегодня будут ставить вам палки в колеса. Почему? Потому что у них не хватает этой энергии, и они хотят подпитаться вот от кого-то взять. И здесь ваша задача ни в коем случае не разрешать кому-либо использовать эту энергию. Обращаем на это ваше особое внимание. Также обращаем ваше внимание, что сегодня люди могут видеть и слышать совсем другое. То есть вы с человеком разговариваете, описываете какие-то планы, действия, мысли, а у человека в голове он видит совсем другую картинку. Он думает, что вот вы сейчас ему уже дадите деньги, дадите новую работу, откроете перед ними новые возможности и так далее. Поэтому, когда вы сегодня общаетесь с людьми, пожалуйста, медленно и четко проговаривайте все моменты. Если вы юрист, обязательно прочитывайте все пункты контракта, потому что сегодня есть возможность каких-то ошибок. Если вы бухгалтер, если вы экономист, если вы кассир, вы работаете с цифрами, с бумажками, с документами, обращайте внимание на то, что вы делаете, потому что у человека сегодня может быть так, знаете, вот человек может делать, а потом раз в какой-то момент и, знаете, как будто заснул, то есть мозг отключился. Почему так происходит? Потому что энергии еще достаточно мало, хотя уже идет растущая луна, да, идет, но людям не хватает, и вот идет человек начинает делать больше, чем нужно, и ему не хватает энергии. Поэтому попросите кого-то, чтобы вас перепроверили, пересмотрели, перечитали,
пересчитали, это будет правильнее. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня в вашу жизнь могут стучаться интересные люди, предложения, мысли, идеи. При этом это может проявляться в тот момент, когда вы не будете этого ждать. Поэтому не закрывайтесь в себе и не смотрите на мир глазами волка, что нужно добиваться, бежать, стремиться. Иногда нужно проявлять свою любовь, открывать сердце. Конечно же, не всем, потому что в вашем окружении есть люди, которые вам завидуют. А почему завидуют? А потому что они ничего не хотят добиваться, они ничего не хотят делать. Они привыкли жить в своем ритме и искать кого-либо на стороне, искать причину не в себе, не в том, что нужно разобраться, понять, проанализировать, а в других людях. Поэтому сегодня будьте осторожны. Кроме того, если вы чувствуете сегодня, что вы хотите заняться каким-то грандиозным проектом, вы должны продумать все детально. И почему именно детально? Потому что многие люди игнорируют этот момент и думают: о, сейчас я это сделаю, у меня это получится и так далее. Тогда, если хотите, лучше берите себе в команду людей, коллеги, или это все, что связано там с домом, но поодиночку сегодня не работайте, потому что энергии может не хватить, и в конечном итоге вы не доделаете, и вы будете расстроены и разочарованы. Если вы работаете в торговле, если вы работаете в сфере услуг, то для вас сегодня достаточно доходный день. Пробуйте, генерируйте новые идеи, займитесь рекламой. Благо идет Новый год. Подумайте именно сегодня, 15 ноября, подумайте, если вы вот работаете, и ваша работа связана с торговлей, с продажей товаров, каких-то услуг, то есть вы отвечаете за объемы продаж, подумайте о том, как и что вы будете делать перед Новым годом, как вы будете предлагать свой товар или свою услугу, какие бонусы, скидки и так далее, и так далее. Вот сегодня тот день, когда идут очень интересные идеи в голову. Это может проявляться и через мысли, это может проявляться через какие-то видео, через информацию и так далее. И ваша задача это выловить и начать развивать, и начать притворять в жизнь. Потому что, обращаю ваше внимание, вот это у нас с вами было новолуние, да, 13 ноября, в понедельник. Дело в том, что оно очень было позитивное, оно очень было созидающее. И вот это время до полнолуния, вот эти 2 недели, они будут очень активными для многих людей. Поэтому ловим вот эти энергии, ловим вот эти идеи, которые витают в воздухе, и стараемся это все реализовать, это все сделать. Если вы бизнесмен, обязательно продумайте, чем вы хотите заниматься через полгода, через 9 месяцев, через год. Ваша сегодня стоит перед вами такая задача. Если вы простой работник, если вы человек, который приходит, сделал свою работу и пошел домой, то обратите внимание, чем бы вы хотели заниматься в ближайшие 3 месяца. И подумайте о том, как вы можете увеличить свои доходы. Подумайте о дополнительном заработке. Подумайте о том, что вы можете делать своими руками. Конечно же, в первом будет сложно изначально, но вы должны понимать и то, что вы все можете изменить в своей жизни. Также обращаем ваше внимание, что мы сегодня никому не рекомендуем выяснять отношения, потому что сегодня, выясняя отношения, вы не просто ломаете отношения, не только ломаете связь, но вы перестанете со временем общаться. Кроме того, если вы лидер по жизни, пожалуйста, сегодня при разговоре выбирайте правильные слова. Будьте дипломатом. Если вы лидер, но лидер неофициальный, то подумайте о том, как вы можете замотивировать людей, что вы можете людям предложить, чтобы люди стали больше делать, выполнять и так далее. На что еще стоит обратить внимание? Будьте сегодня осторожны сегодня могут случаться травмы, да, если в вашем регионе уже снег, гололед и так далее. Будьте осторожны, пожалуйста, не спешите, выйдите наоборот пораньше, но будьте осторожны. Также сегодня обращаем ваше внимание, сегодня хорошо заниматься физическими нагрузками, но если вы этого
этого не привыкли, то, пожалуйста, будьте сегодня внимательны и осторожны, не переусердствуйте. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос в этот день все-таки не рекомендуется. Почему? Потому что это может привести к денежным потерям. Даже если вы очень сильно хотите, подождите. По лунному календарю все-таки сегодня не ваш день. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также хотим на что еще обратить внимание, что сегодня очень хорошо общаться с людьми, знаете, не просто общаться, говорить, а именно общаться по делу. Возможно, договариваться о каких-то новых проектах, о каких-то новых делах и так далее. Пробуйте. Даже если вы раньше об этом никогда не задумывались, возможно, именно сегодня, 15 ноября, это тот день, когда вы сможете переломить ситуацию, и все в вашей жизни пойдет вообще в другом ключе. Также обращаем ваше внимание, что сегодня могут появляться в вашей жизни люди, которые уже в прошлом были в вашей жизни, и они несли негатив. Поэтому, если вдруг ни с того ни с сего к вам появится в вашей жизни какая-то ваша знакомая или знакомый, или в вашей жизни проявятся люди через сообщения, через мессенджеры, через социальные сети, будьте внимательны и осторожны. Почему? Потому что они проявились в вашей жизни неспроста, и это проверка вас на внимательность и на понимание ситуации. А также обращаем ваше внимание, что сегодня не стремитесь общаться с начальством, даже и по каким-то мелким вопросам, ни к чему это не приведет. Но сегодня хорошо менять место работы, особенно если вы хотите поменять смену, именно род деятельности. Не бойтесь, если вам предлагают, попробуйте. Вы должны понимать и то, что это новый опыт, новые знания, новые навыки. Если вы риэлтор и все, что связано с недвижимостью, также сегодня можно подготавливать документы, можно давать объявления, можно обсуждать какие-то детали. Обратите на это особое внимание. Что же касательно зачатия, сегодняшний день не подходит для зачатия. Сегодня хорошо уделять внимание домашним делам, даже маленькая уборка принесет вам радость. Ну а сны в эту ночь не имеет никакого значения. Они сбываются редко, но, знаете, могут стать такой своеобразной проверкой ваших сил. Теперь, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 15 ноября. Итак, выпала карта, которая звучит достаточно интересно. Бесстрашно идите вперед. О чем эта карта? Эта карта говорит о том, что вы на верном пути на данном этапе своей жизни, и ваши планы, которые вы задумали, ваши мечты, все это реализуется, все это осуществится. Главное, вам идти вперед. Опять же, с открытым сердцем, с добрыми намерениями, и тогда действительно ваша цель будет реализована. Также сейчас очень важно действовать. Делайте все маленькими шагами. Не стоит напорно идти куда-то бежать. Кроме того, сегодня вы у Архангела Михаила, у высших сил можете попросить и сказать следующие слова. Пожалуйста, высшие силы, покажи мне следующий шаг, или покажи мне следующую дорогу, путь, открой мне глаза. И вы знаете, высшие силы обязательно придут вам на помощь. Эти слова вы можете всегда говорить. Но, конечно, это не значит, что вы сказали, и прямо, знаете, как по мановению палочки все появилось в вашей жизни. В сказках так бывает, а в реальности нам нужно искать эти ответы. А эти ответы вокруг нас. Обращаем на это ваше особое внимание. Также молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать, звучит следующим образом. Спасибо, что сопровождаешь каждый мой шаг, держишь меня за руку, даешь мне уверенность и мужество, и направляешь мои мысли и действия к любви и моей истинной жизненной цели. Девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, что эти слова молитвы будут в описании к этому видео. А прямо сейчас в комментариях напишите: «Я магнит для денег». Истинно, да будет так.
Также, если у вас интересуют какие-то другие моменты в вашей жизни, скажите, вы магнит для чего? Я магнит для счастья, я магнит для финансового благополучия. И вы таким образом еще раз проговариваете вот эти энергетически сильные слова. И сегодня в любое время вам нужно обязательно нарисовать следующий знак, знак бесконечности. В этот знак можете нарисовать, где вы прямо почувствуете. Например, вы находитесь на работе, и у вас есть ваша рабочая тетрадь или блокнот. Вот в том месте, где вы пишете сегодня и прорабатываете какие-то планы, нарисуйте значок знака бесконечности и скажите следующие слова. Восьмерка, знак бесконечности, активирует энергию денег. Деньги привлекаются, удача присоединяется, изобилие приумножается. Истина. Если вы находитесь дома, то этот значок вы можете нарисовать на входной двери с внутренней стороны. Вы можете нарисовать на, например, на форточке. Не надо большой, вы можете просто взять листок бумаги, главное, чтобы он был белый именно, не в клеточку, не в линеечку, и также нарисовать. А на следующий день такой листочек сжечь. Вот такой, друзья, у нас с вами день, достаточно удачный, и мы надеемся, вы его проведете достаточно активно и легко. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Девочки и мальчики, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.